Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня в студии АЛЛАТРА ТВ уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. Тея. Здравствуйте. И Анна. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи — ценность внимания, практические советы, а также субличность, влияние третьих сил. Игорь Михайлович, вот прошло несколько передач, и в этих передачах были затронуты темы о невидимом мире. По сути, это то, с чем сталкиваются люди, очень много людей. И это темы, о которых не принято говорить в современном обществе без того, чтобы на тебя не навешали ярлык человека неадекватного. И получается, что люди мало того, что сталкиваются с этими проявлениями, они реально страдают от отсутствия знаний о том, что происходит с ними, что происходит с их близкими и родными людьми. И получается, что очень долгое время люди были предоставлены, были один на один вот с этими ситуациями, с этими проявлениями невидимого мира. И ситуация стала меняться совершенно недавно, после того, как благодаря вам стали появляться исконные знания и начали раскрываться Вот эти здесь темы. я немножко не соглашусь, потому что во всех религиях об этом рассказывалось. Единственное, что это рассказывалось иносказательно и в форме сказок. Ну и выводилось, что это где-то присутствует, но не в тебе. Мгм. Хотя если посмотреть, ведь и многие богословы говорили о том, что именно в тебе и за твое же сознание рассказывалось, что именно в твоем сознании все пороки и демон действует через сознание. И о послесмертной судьбе, пусть иносказательно, но как раз говорилось в форме субличность. Ведь это все было, просто оно слишком так вот запрятано. Это то, о чем мы говорили. Слишком много зерен было Утеряно. не утеряно, а исключено. Намеренно. Ну и, конечно, это все намеренно для того, чтобы как-то пояснить. Ведь проще объяснить за тот же рай, что ты в таком же теле, в том же сознании, для тебя ничего не изменится, просто ты будешь жить в лучших условиях, будешь жить, несмотря на то, что в каком бы возрасте ты не умер, ты всегда будешь там молодой, сильный, здоровый, болеть не будешь, у тебя будет все прекрасно и все замечательно. Ну, так демонам в голове приятнее это слышать. И люди в это верят, они на это надеются. Все как всегда. Но сейчас, благодаря знаниям, люди уже знают, в том числе и знания субличности, и люди практически отслеживая этот момент, у них появляются практические вопросы. В частности, что бывает такое заблуждение, что субличности проявляются либо только в детском возрасте, а если во взрослом, то это только в формате раздвоения личности или шизофрении. А на самом деле может у адекватного человека, взрослого, идущего по духовному пути, быть вот проявление субличности в дне? Обязательно, конечно. Вне зависимости ни от возраста, ни от чего. Если есть действительно активная субличность, которая, скажем так, замещает вторичное сознание, не первичное, а вторичное сознание, то человек этого не заметит как личность абсолютно. Для него же ничего не меняется. Вот почему она субличность легко манипулирует. То есть, получается, взрослый человек не сможет заметить проявление субличности А в себе? какая Или разница? есть какая-то возможность это Но я тебе заметить? больше скажу. Что такое взрослый человек? Вот хороший вопрос. Это тот, что постарел и вырос, а тот, что закончил там, скажем, образование получил хорошее, закончил среднюю школу, получил университетское, а то и не одно образование, да, как некоторые. Ну и что? А кем вы чувствуете себя внутри? Ведь личность, она в первую очередь контактирует с первичным сознанием. И даже у глубоких стариков внутри младенец, надо это знать. Это понятие младенец относится к личности, если она не развивалась, а ребенок это к первичному сознанию. А первичное сознание, оно имеет возможность развития, но если мы так вот берем, где-то на уровне примата. Дальше оно практически не развивается. Это правда жизни, и здесь легко это все отследить. Получается, что у глубокого старика внутри и ребенок, и младенец, помимо его образования, помимо пусть самый образованный в мире. Но когда вопросы касаются именно жизни, когда вопросы касаются потусторонних вещей, пусть даже он всю жизнь в богословии провел, в служении каком-то, но не имея практического опыта и навыков, он все равно остается ребенком. И он также боится темноты. Извините, если кошка перебежит, даже самый ярый атеист за пуговицу хватается. Или не так?
Вот и правда жизни. Мгм. А субличность, она может быть только в форме полного замещения или может быть как симбиоз Нет. существования личности этой жизни и субличности? Конечно. Она может частично вклиниваться, ведь человек этого не видит. Может косвенно влиять на сознание, и человек этого никогда не заметит. А может быть и полное замещение. Но если полное замещение, то личность все равно не видит. Мы уже когда-то рассказывали, была у нас передача, вот простой пример, что такое субличность и как воспринимает ее личность. Если личность развита, духовно развита и духовно свободна, то здесь понятно, что никакие субличности не пройдут. А если человек живет обычной человеческой жизнью, как сейчас принято говорить, да, то есть простой, обыкновенный человек, то для него это абсолютно не видно и непонятно. К примеру, человека достаточно ввести в гипнотическое состояние. А что такое гипнотическое состояние? Это как раз есть подмена на уровне, или же, проще скажу, это отсекание вторичного сознания. И замена идет образом тем, которым гипнолог ему навязывает. И все. И первичное сознание, и личность воспринимает уже себя совершенно другим человеком. И она не видит разницы. А потом, когда возвращается вторичное сознание, человек что-то помнит, что-то не помнит, а помнит что? На уровне первичного сознания. Но опять-таки, если рапорт ему был дан гипнологом, что ты ничего не помнишь, и человек этого ничего не запомнит. То есть он даже не запомнит то, что он был там каким-то певцом, артистом или еще что-то. А в то время, пока он пребывает в том состоянии, для него это же абсолютно нормально. Поэтому ничего здесь такого сверхъестественного нет. А как вот быть человеку, у которого субличность периодически проявляется, и даже личность в это же время тоже хочет развиваться, то посредством чего Это не возможно? мешает личности. Если человек как личность, он действительно осознает себя, он является не просто наблюдателем с позиции первичного сознания, а действительно как личность активно занимается своим развитием, наблюдением за своим сознанием и держит свое сознание в рамках, то есть выделил. Можно я сравню? Потому что у нас беседа будет такая сегодня, я понял, в этом направлении. И для того, чтобы наши друзья нас хорошо понимали, вот духовная жизнь человека в отношении своего сознания, всех вот этих демонов и все остальное, должна быть четко определена. Мы в прошлый раз говорили за дорогу, которая ведет к Богу, в прошлой передаче. Возьмем этот же пример для понимания. Все знают, на дороге есть полос. И вот, друзья мои, представьте, что вы идете по дороге, по асфальту, по одной полосе. Четко слева, справа есть разделительная полоса. Вот это красные линии, за которые не должно выходить сознание. То есть это то, чем оно должно заниматься и отчитываться перед личностью. Оно должно давать нужную информацию. Оно, опять-таки, сознание должно выполнять то, что необходимо личности. И вся вот эта трехмерная жизнь, она должна вкладываться именно в эту полосу. Но ни в коем случае оно не должно подвергать сомнениям, то, что не должно подвергать отторжениям, спорам и, извините, театральщине в голове. Оно не должно навязывать образы, те, которые вам не нужны. Почему? Потому что это красная линия. И мы уже рассказывали об этом и не раз. Мне не лень, друзья мои. Если это вам поможет, я повторю. Смысл заключается в чем? Начало работы со своим сознанием для того, чтобы понять, что сознание не твой инструмент, а это инструмент системы, который тобой манипулирует в первую очередь, и за тебя проживает твою жизнь, навязывая тебе различные эмоции, безвыходные состояния или желания какие-то, сказки, проще говоря. Что оно еще делает, это сознание? Оно человека всегда вводит в банальные споры, в банальную болтовню, даже оспаривает лучших друзей. Разве не так? Да. Оно всегда подвергает сомнениям кого угодно, начиная от ваших пророков, если вы верующие. Оно всегда подбрасывает, а был ли пророк, а так ли он говорил, а надо ли мне делать то или другое. То есть оно стоит и на духовном пути перед человеком, оно стоит и в повседневной жизни, и в семье, и в быту, и на работе, где угодно. Оно всегда вводит человека на разделение. Вот некоторые скажут: да не, у меня такого нет. Да есть, конечно. Просто вы лжете сами себе. А первое правило какое?
Честность перед самим собой на Абсолютно. духовном пути. Абсолютная Да. честность. И вот здесь нужно подходить к этому здраво и честно. Есть четкая полоса, которая заключается повседневная жизнь, работа, общение с друзьями, интересы, хобби, все что угодно. Вот оно вложилось сюда. Но это все не должно мешать вам на духовном пути. Ни в коем образе. Если выходит сознание за рамки, начинает вам подбрасывать картинки, если оно задевает и начинает рассказывать о том, что ты такой духовный, если демон тебе говорит, что ты духовный, то стоит задуматься, для чего он это делает. Ну разве не так? А люди ведь с этим сталкиваются, когда начинают восхвалять, и человек уже начинает в это верить, особенно если он живет сознанием, что вот он достиг такой духовности, можно расслабиться и ничего не делать. И в то же время сидит и обсуждает кого угодно. Он осуждает святых со своей религией, он осуждает самих пророков, сравнивает себя и сопоставляет с ними. Разве это не симония, ребят? Возносить себя до таких высот. Станьте ими, и тогда вы вознесетесь. Ну тогда демоны ваши молчать будут. И наоборот ругаться против вас. Заметьте, против вас, а не против кого-то. Ну и обязательно демоны, скажем так, всегда хулят на тех, кого боятся. Это тоже так. Поэтому вот это должно быть красными линиями. Как только слышите в себе какое-то сомнение в отношении чего бы то ни было духовного, значит, что нужно делать? Значит, появилась свобода, и слишком много корма вы даёте этой системе. Значит, нужно больше вложить внимание в свое духовное развитие, а сознание повысить спрос. Оно должно активно работать и помогать вам на духовном пути и людям. Вот тоже интересно, мы много об этом говорили, и я понял так, что сколько мы вот с вами здесь не сидим, не разговариваем, но не все это слышат. Почему? Потому что демоны закрывают им уши. И люди хотят слышать то, что они хотят, но не больше. Как раз смысл заключается в духовной работе над собой. Это духовные уши держать открытыми, а перед демоном держать закрытые, чтобы он вам сказки не рассказывал. Так вот, когда начинает рассказывать вам демон о том, что вы должны делать на духовном пути, а то, что он рассказывает, это сесть, ничего не делать, ждать, и вам что-то будет дано. Ведь Бог милости. Когда Он вас обездвиживает, это что? Это абсолютно неправильно. Почему Он вас обездвиживает? Потому что каждый человек, он потенциально силен именно в духовном проявлении. Но когда любой человек становится на духовный путь, система что делает? Активируется, да. Абсолютно Боится правильно. потерять Для того, раба, чтобы да, правильно, Все силы боится для потерять которым она раба. управляет. Еще она боится потерять корм. То есть никому не хочется делать больший объем работы за меньшую заработную плату. Системе тоже. Она лучший экономист. Ведь экономика — это ее удел. Поэтому она делает все, чтобы человек ничего не делал на духовном пути, ни сам не занимался, ни людям не помогал. Просто сидел и ждал. Ведь Бог милостивый, Он все даст, а ты и так все знаешь. Вот тоже вот это вот прием. Человек ознакомился со святыми писаниями, выполнил там то, что положено, и все. И больше ничего не делает. Или там совершил намаз, от намаза до намаза он живет обычной жизнью, и в голове у него хула, он в сомнениях и во всем остальном. Этот человек на духовном пути? Нет. Конечно нет. Вот в этом смысл, что ограничить сознание и действовать так, как нужно, и никогда не переставать чувствовать внутренне любовь Божью. Если ты перестал и не слышишь, что любовь Божью внутри, то в это время за тебя живут демоны. Над этим тоже стоит задуматься. Ну вот некоторые говорят, это так сложно. Ну разве это сложно, ребят? Это не сложно. Это легко и приятно. А демонам сложно. Поэтому сложно вам лишь тогда, когда вами манипулируют и управляют. Но сознание становится против, мной никто не управляет. Логика, такой здравый смысл от демона, да? Игорь Михайлович, а вот демоны — это любые проявления сознания? Что это такое?
Любые. Сознание в любом варианте. Вот говорят, мысли от духа. Нет мыслей от духа. Все мысли, которые вы слышите в голове, они не могут идти от мира духовного. От мира духовного идет любое чувственное восприятие. И картина воспринимается, что бы она ни касалась, она воспринимается целостно. И причина, и следствие, и все на свете. Но опять-таки нельзя ждать, что с мира духовного вам придет решение, к примеру, математической задачи с правильным ответом. Вот это как раз удел сознания. Не придет подсказка, какие, к примеру, циферки на билете в спортлото зачеркнуть, да, для того, чтобы получить выигрыш. Нет, это удел сознания. А в целом стоит ли разбираться человеку, какое включение в нем сейчас идет? Включение третьих сил, субличности, демонов или… На первых этапах познания, наблюдения за сознанием — это необходимо. Почему? Потому что духовный путь — это сражение. Это действительно так. Это тот путь, через который проходит человек, ну, своего рода как воин. Он действительно противостоит первое время сознанию, но для того, чтобы умело противостоять, нужно изучить врага. Первое, что наперво, что сознание закрывает человеку понимание вообще, что есть дьявол. Раз человек не понимает, что есть дьявол, он не знает, что есть Бог. Это аксиом. И в человеке есть сомнения тогда во всем божественном. Ему кажется, что трехмерность, вот случайно аминокислоты сложились, образовалась первичная клетка. Из этой клетки появились животные, такой дарвинизм сплошной. Но люди не знают, что Дарвин верил в Бога и не верил в свою теорию. Но это правда. Просто бизнес. Он этому посвятил жизнь, и он хотел так же, как и вы, славы и всего остального. Если бы он не успел первое опубликовать, недоделанную еще свою работу, то опубликовал бы другую, потому что ему уже на пятки наступали. А это был заказ, это была необходимость, поэтому… Игорь Михайлович, тоже про вот эти богоборческие мотивы. Получается, что субличность, она же богоборец по сути своей. Обязательно. Являются ли все вот такие богоборческие проявления, это как проявление субличности в человеке? Нет, не или всегда, это связано? нет, это сознание. Нет. Чаще всего сознание. Но субличность — это и есть часть сознания. Поэтому мы говорим всего лишь о секвестрах целого, понимаешь, то есть о фрагментах единого целого, о системе. Ну, всего лишь программки. Это тоже такой вопрос женщина задает, описывает свое состояние, что она чувствует там тахикардию, температуру, повышение, что как будто бы кто-то ее вытесняет. Может ли субличность таким образом вытеснять личность или нет, такими проявлениями и реакциями? Ну, такими проявлениями физическими и реакциями это как раз человек акцентирован на себе. Ей надо просто сходить, обратиться к доктору и проверить свое здоровье. Субличность, когда она вытесняет сознание, человек этого не замечает. И это никоим образом не сказывается на физическом состоянии. Заметить со стороны это можно. К примеру, ну, вы все это замечали, вы знаете, у нас есть и общие знакомые, которые явно проявляются, когда разговариваешь с человеком на духовную тему, чувствуешь его, он открыт, он это чувствует. Щелчок, мгновение. Человек аж передергивает. В нем ежик, в нем идет отрицание, и в нем резко настроена отрицательная как раз третья сила. Вот что делать коллективу в таких случаях, когда как раз происходит такое, да, что люди вот открыто говорят, и тут вдруг в ком-то начинается Ну, опять-таки, если это идет общение, процесс, вот мы сидим, разговариваем, или люди просто разговаривают, ну, произошло. Можно просто задать вопрос этому человеку: а что ты сейчас чувствуешь? Вот почему вот у тебя произошло такое? И заметил ли ты это или нет? Даже тому же демону задать этот вопрос. Но, как правило, демон начинает отрицать. Он наоборот говорит, что он сейчас начал всех чувствовать, что у него такие вот экстрасенсорные способности, он на физическом уровне начинает чувствовать, прям духовность на него пришла. Ну, это же демоническое всё. Но опять-таки, когда человек начинает чувствовать на физическом уровне друг друга, еще раз говорю, физически, это как вот тепло там вот от рук, вот, ну, видели, как экстрасенсы там, гадалки всякие шаманят. Я не говорю, что этого нет, это легко, это любой может, кстати. Ну, это экстрасенсорик. А то чувствование, о котором мы говорим, оно идет изнутри, тело здесь ни при чем. Это выходит за пределы физической конструкции человека. Но то чувствование для него сразу мгновенно закрыто. Ну и человек меняется, и он чувствуется просто с кем ты разговариваешь. В данном случае можно просто попытаться достучаться до человека как личности. Всего лишь навсего.
а потом ему объяснить. Но зачастую люди даже говорят и не помнят, что они делают. И такое бывает. Они как выпадают вот из этого времени. Бывает и такое, когда люди выполняют совместно молитвенную практику, ну, в различных религиозных организациях или там духовную практику, скажем так. Есть группа положительно настроенные, все идут по духовному пути, серьезно занимаются собой, добросовестно. Ну, как говорят, в семье не без хомячка. Кто-то ну просто допустил, не обязательно субличность, активность своего сознания. И вся группа тут же чувствует, что возникает в ком-то, ну, ежик, скажем так. Это очень чувствуется, ребят. Что в данном случае? Как работает сознание других? Она тут же начинает активироваться. То есть только человек, кто-то проявил в себе, а демон ведь для чего проявляется? Для того, чтобы простимулировать и других. Вывести Провокация из такая, духовной Чтобы работы людей. оценить, осудить человека. Совершенно правильно. Процесс осуждения, оценки, как он может, мы ведь занимаемся. А ты зачем это делаешь сейчас? Ведь так же самое. А потом и самого человека начинает обвинять, да? Конечно. Что почему, как ты мог такое подумать о другом человеке, осудить. Вот, это практика. Это действительно, ребят, практика, и с этим сталкиваются все. И сталкивались с этим, ребят, несколько тысяч лет назад. Сейчас мы к этому подойдем. Что нужно в таком случае сделать? Просто капсулироваться тем, кто друг друга чувствует. А этого выключить из своего восприятия. Ведь это же демон, зачем он вам нужен? Ну, это самый лучший способ. Ну, здесь некоторые скажут, а как же помочь человеку? Во время духовной практики, ребят, каждый сам за себя. Но когда коллективом, каждый за коллектив. За коллектив тех, с кем резонируешь. А с кем диссонируешь, эти исключаются мгновенно. И вот часто бывает еще вот в группах люди занимаются, какая бы религия ни была, ну, не имеет значения. Но с этим сталкивались и сталкиваются, и, к сожалению, будут сталкиваться все, скажем так, люди, которые занимаются вот именно с людьми в духовном плане, да, то есть они делятся своими пониманиями, опытом своим и тому подобное. Обязательно кто-то в группе находится как активный проводник в тот момент, когда доходит до чего-то интересного и важного как для личности, для других людей. И вот система начинает через свою вот эту вот куколку, которую она дергает, ну, скажем так, будоражить или вводить в диссонанс всех остальных людей с духовным миром. И все молчат и пытаются что-то делать. А есть такие проводники, которые постоянно это делают. И говорят, вот что делать, ребят, да что делать? Взять его за ушко, вывести, и пусть подождет на уличке, пока не начнет работать над собой. Не может меньшинство диктовать большинство. Не может демон указывать людям, стремящимся, скажем, к духовному развитию, не может он мешать. И указывать не может, что им делать. То есть надо взрослеть, пора уже. Это, говорят, ну как у человека с храма вывести? Хорошо, давайте устраивать в храмах шабаши. Разве не так? Все собрались на молитву, мулла начинает читать. И здесь кому-то начинает вот дергаться, возникают у него вопросы, и все вместо намаза начинают что делать? Да. Ну, разве это нормально? То есть бесполезно вторичным сознанием со вторичным общаться в такой ситуации, когда человек Абсолютно находится… бесполезно. Человек должен работать над собой. Вот если он находится под диктатом демона, то он должен покинуть территорию храма. Это первое правило. То есть в храм должны заходить люди, которые хотя бы сдерживают своего демона. Также и на духовных занятиях, ребят. Если человек не сдержит своего демона, если он не стремится к духовному познанию, то извините, а зачем он нужен, зачем он пришел? А демон его гонит для чего? Для того, в первую очередь, чтобы вас дестабилизировать. Но ему он рассказывает, что он высокодуховный, он знает больше, а все остальные глупцы. Ну это же правда. А на самом деле человек испытывает стремление, опять-таки, от своего эгоизма, от своей гордыни. Он даже сам не понимает, зачем. Он видит несправедливость, и он начинает с ней бороться. С какой несправедливостью? Находится 100 человек. Все находятся на духовной волне. Они ищут, скажем так, в себе
те истоки, которые можно консолидировать. Они пытаются резонировать со всеми. А у него, у одного, светлая голова. А светлая голова во время духовных практик — это что? Это Пробуд демон. сознания, да. Конечно. И нужно терпеть. Ну, простой вопрос. И называют это духовностью, терпимостью. Я понимаю, что нужно быть очень жестким и очень дисциплинированным по отношению к своему сознанию. Надо быть толерантным к людям. Толерантным надо быть. Это правильно. И терпимым надо быть, и объяснять надо. И с любовью надо относиться к людям. Даже тот, у кого силен демон, который подавил его личность, да, жалко этого ангелочка, действительно жалко, действительно хочется помочь, это правда. Но не во время духовных практик, не во время духовных занятий. Для таких людей должны быть первичные встречи. Опять-таки первичные встречи, где человек должен понимать и осознавать, что он манипулируем, он управляем, что он слаб, что он, извините, лжец, что он лицемер, что он не занимается собой. Он должен давать себе отчет в этом. Но если он не может что-то сделать, он должен прийти и сказать: ребят, я лицемер, я лжец, я хочу, но у меня не получается, демон силен, он меня сбивает. Вот как мне быть? Вот такие люди собираются отдельно с ними заниматься. Но когда есть те, кто стремится, кто держит в узде своих демонов, и вот эти вот товарищи, которые живут под диктовку тех, кто нам вообще не товарищ, ну как же смешивать не смешиваем? Если мы возьмем масло и воду и попытаемся смешать, мы получим эмульсию. Ни вода, ни масло. Такого не должно быть. Потому что они мешают людям идти по духовному пути, а эти дразнят их демонов своей внутренней чистотой. Ну и уходят все несловно хлебавши. А система сыта бывает. Я понимаю, кормить птиц — это святое дело, но кормить сатану — Это же, Игорь Михайлович, в продолжение того, что вы говорили, когда-то вы рассказывали о том, что в принципе человека, который развивается духовно, который идет по духовному пути, видно и по делам его. а как же? И тоже хотелось бы спросить про такой момент, что вот как раз-таки люди, которые являются эгоистами, которые тянут на себя внимание, они и над собой не работают, И другим мешают. не помогают В то же время людям, и стремятся хотят Они не быть, занимаются ни в да, духовных коллективом. общинах, То есть они- ни в церквях, нигде. Они прибиваются к религиозным организациям. Зачем? Денег заработать. И власть поиметь. Чтобы руки им целовали, и ноги кланялись. Это все, что они хотят. Ребят, ну это правда. Они не занимаются духовным ростом. Ну это так. Они тешат манию величия, демон у них силен и тому подобное. Но они не будут ничего делать на уровне духовного развития. Но они будут делать все для того, чтобы свою гордыню удовлетворить и свой эгоизм, скажем так, развить еще То больше. есть, получается, им важно мнение других. да? Обязательно. Они Это- ведь для них это очень важно. Они сами завистники. А демон — это кто? Это завистник, это он лжец, это ненасытное существо. Ему сколько ни давай, он никогда не насытится. И вот здесь важно понимать, что такие люди, они бездействуют на позиции духовного мира. И вот мы ведь много знаем людей, которые, скажем так, были рядом, они палец о палец не ударили. Они создавали видимость какой-то деятельности, но в них всегда было полно сомнений. Почему? Даже вот общаясь с ними, я разговаривал с ними, с этими людьми, открыто им говорил о том, что есть воздействие на них, им нужно лучше работать. Что они говорили? Мы работаем, мы делаем. Они не занимались собой, они не занимались и не жили для общества. А первое правило о чем говорит? От духовной организации: по делам их узнаете их. Разве не так сказано? Если нет дел на духовном поприще, во внешнем мире, значит нет работы и внутри. Это действительно так. Почему? Потому что человек, духовно развиваясь, тот, кто действительно чувствует эту песнь ангелов, ну, он не может этим не делиться. Он не может молчать и бездействовать, когда миллиарды ангелочков находятся в рабстве у сатаны. Ну это так. Это внутренняя потребность. И она очень сильно чувствуется здесь, в этом мире. Очень сильно. Потому что здесь резонирует каждый ангелочек. Вот в этом смысл. И как же ж молчать, когда ты в себе чувствуешь пробуждение, когда ты чувствуешь, что твой демон только начал сдаваться, а в тебе вскипает любовь.
И ты чувствуешь эту любовь в других, ты чувствуешь стремление в других людях высвободиться. Но сознание у них очень сильно, оно поработило. Можно пробиться, пробиваешься. Ну, если ангелочек как личность сдался, если он не развился, жалко, конечно. Это как плод, который не развился. Жалко терять, ну что сделаешь? Это его выбор. Получается, пока человек здесь, как бы не был силен демон, у личности все равно есть шанс. Обязательно есть, конечно. Но здесь первое, что они должны, это личность, это прекратить врать и жить сказкой. А действительно глянуть внутрь себя. Не глазами сатаны. Он возвысит вас и возвеличит. А глянуть объективно, как есть. И все становится на свое место. Кто ты, где ты. Неважно, какой пост ты занимаешь, что ты достиг в этой трехмерности. Это все мертвое. Это правда. Ты можешь быть царем, можешь быть правителем, но будешь самый несчастный человек, если внутри тебя не поют ангелы. Можешь иметь массу детей, построить много домов, но ты будешь одинок. Разве не так? И они, люди, это все знают, все люди это знают. Ну, у нас же считается здесь вот под диктовку демонов, что ты должен кем-то стать, кем-то управлять, манипулировать. А мы говорили, кем и кто управляет. Как только в тебе есть желание кем-то владеть, кем-то управлять, то кто ты? Простой вопрос. Разве ты духовное существо? Нет. Разве ты живешь? Нет. Надо внимательно посмотреть вниз. Нет ли там руки чьей-то, кто вами управляет? Или вверх? Веревочек нет? Так упомянули про иерархию демонов, да? Получается, что демоны находятся тоже в борьбе постоянной за свой кусок. Как это Да. вообще отражается на жизни человека, да, то есть на его сознании, На жизни общества или на жизни человека? на жизни отдельного человека, вот эта борьба демонов, И общество темных сил. тоже интересно. Как... Ну, а мы это ведь все фрактальное. видим. Мгм. Мы ведь все это видим. К примеру, в жизни человека, как это происходит, вот борьба демонов. А давайте мы не будем далеко ходить. Вот в прошлой передаче мы с тобой задели как раз за детвору, как у них происходит, да? То есть подростков. Давайте возьмем, вот все учили в школах, во всех странах есть школы. В классе как это происходит? Банально. Мгм. Каждый привлекает себе внимание чем угодно. Кто-то пытается умом, кто-то, извините, прической, кто-то пытается, даже если не разрешено в школе, ну, ногти накрасить Да. девочки. Кто-то и провокациями, да. Конечно. А мальчики начинают показывать, какие они крутые или какие они то бестолковые, что они там на голове стоят посреди класса или еще что-то. Вот это и есть привлечение чего? Внимания. Внимание. Борьба за что идет? За внимание. Теперь берем более взрослую жизнь. Разве не так? За что борются? За внимание. Привожу еще один очень интересный пример. Собрались друзья, родные, близкие. Ну, у многих это же происходит. Какой-то праздник, день рождения. Приходят солидные, серьезные люди. Да? Садятся за стол, выпивают по 50 грамм. Все, демон полез. 50 грамм достаточно для того, чтобы личность утратила любое влияние на демона. То есть демон начинает властвовать абсолютно. Что мы видим происходит с людьми? Первое. Начинают хвастаться. Разве не так? Каждый начинает привлекать к себе внимание. И начинается какое вот у меня, да что у тебя, вот у меня, да? Вот даже если говорят, вот у меня болит, да что у тебя болит, вот у меня болит. Говорит, вот у меня машина, да разве у тебя машина, вот у меня машина. И начинается вот это вот соревнование. Притягивание каната, да, кто больше на Борьба себя. за что? За внимание и выпячивание своего эго. И вот это происходит везде, всегда и на всех уровнях, там, где есть демон. Это правда. То есть, получается, в эти моменты, когда такое происходит, вместо человека живет не он, а демон. Обязательно, конечно. И полностью своей какой-то жизнью эти демоны Да. друг с другом меряются. Личность находится в иллюзии, больше она внимания слепа, она не может. развивается, она не живет. Человек не развивается. А ведь что такое жизнь личности? В первую очередь это рост личности. Почему я говорю, пора взрослеть? Вот сколько я уже говорил. А взрослеть — это значит развиваться как личность, духовно развиваться. Если личность не развивается, если ее не подпитывать,
а ее действительно надо подпитывать вниманием. То же внимание, которое выделяет личность. Ведь это ее инструмент. Оно просто воруется сознанием на иллюзии. И той же личности рассказывается, что все хорошо, ты живешь, ты существуешь, мир такой, какой есть, он материален, ничего другого нет. И ты ничего не можешь сделать, потому что сознание пытается убедить личность, что она слаба и Солнышко. бездействует. Да. Я скажу больше. Превалирующее большинство, какое-то 99% и с большим еще людей в мире, они не знают, что они личность. Вот миллиарды людей на сегодняшний день, они думают, что они сознание. Это не беда? По-моему, беда. И большая беда. Тоже правильно подметили, да, что получается в отсутствии вот этих знаний происходит такая ситуация, что человек просто верит вот этим мыслям в голове, что какой-то там невидимый мир, какие-то тайные силы, там темные силы являются В это они сильнее, не чем верят. он. Мгм. Дело в том, что люди не верят в тайные силы, они не верят в то, Да. что есть там субличности или вообще что там. Сознание не воспринимает это. Но в то же время боится, А испытывает боится, страх. потому что знает, что это есть. Мгм. И что То часть есть такой этого диссонанс. в них здесь- же есть. Конечно. получается. И вот здесь получается один интересный феномен, такая вот, скажем, заковырка с тем же демоном в голове. Он личности докладывает, ну, больше первичному сознанию, докладывает о том, что нету никаких ведьм, демонов и тому подобное. Но тут же пугает и рассказывает, что это есть. И вот в человеке в самом возникает диссонанс. Он и верит в это, и не верит. Но в то же время он постоянно с этим сталкивается, находит подтверждение. Ведь любой человек в жизни много раз сталкивается с проявлением того же демонизма, с проявлением этих темных сил, ну и со всякой чертовщиной. Постоянно причем. Многие приходят к экстрасенсам. Экстрасенсы вообще в это не верят, потому что из экстрасенсов, ну тоже можно смело говорить, 99% это под диктовку сатаны просто зарабатывают на людях. Шарлатаны, да. Ну да. Есть талантливые люди, которые действительно развиваются под диктовку той же системы, они развивают экстрасенсуальные способности, и действительно они могут и избавить людей от болезней, увидеть болезни внутри человека. Но если есть таблетка, если есть УЗИ, МРТ и все остальное, то более точно и более правильно. Я проще скажу, никогда ни один экстрасенс точно не скажет, какой орган, где и что именно с ним. То есть он не пишет. Он может сказать, да, вот тот орган там и приблизительно. Ну, я проще скажу, взять, не надо никого там узкого специалиста, терапевта, который проработал лет 30-40. Он самый лучший экстрасенс. Он такого расскажет, просто глядя на человека. Ну так же. Ну а люди верят, им же хочется сказок. И вот опять-таки хочется сказок, хочется магии, но с другой стороны не верит, а с третьей стороны боится этого всего. Вот и получается парадоксы, которые происходят внутри самого человека. А почему? Потому что живет под диктовку демона. Демон, дьявол, он прячется в самом человеке. И человека заставляет не верить в то, что существует дьявол. Почему? Потому что он же и рассказывает человеку. И найти его как бы крайне сложно. Где ты найдешь свое сознание? Простой вопрос. Игорь Михайлович, сейчас тоже сказали и про экстрасенсов, и тут вспоминается тоже, что ранее чуть-чуть говорили о том, что когда в коллективе проявляются люди недуховные и рассказывают «я чувствую, чувствую», вот эти чувствования тонких энергий, как-то они связаны, потому что часто людьми Ребят, ассоциируются они с духовным каким-то развитием, с каким-то это не имеет продвижением. никакого отношения к духовному. И в большинстве случаев он, наоборот, становится поперек духовного. Вот в чем проблема-то. А научиться этому крайне легко. Скажем так, ну, обыкновенные медитативные практики, которые позволяют человеку развивать вот эти способности, ну, это несложно. Любой человек этим обладает. И действительно, человек способен чувствовать тепловые перепады до миллиона градусов. Вот руками, наши нейрончики, пальчики на руках, они настолько чувствительны, и ничего здесь такого нет. То есть это любой человек, проведя если внимательно на определенных расстояниях, он может это чувствовать. Но какое это имеет отношение к духовным практикам? Как? Банальный навык, ну и все остальное. Вот, развиваясь духовно, обязательно ли человек начинает чувствовать проявление Нет, не невидимого мира? обязательно. Не обязательно. Бывает,
И такое. Бывает развитие действительно, ну, скажем, метафизических способностей, которые не вписываются ни в какие рамки экстрасенсов. И такое бывает, когда человеческая мысль обретает такую способность, что она мгновенно воплощается. Бывает такое. Но это чаще всего инструменты, которые подсовывает как раз сатана для того, чтобы сбить человека с пути. И сколько мы знаем таких людей, Да. которые вот стояли рядом с нами. Но проявление вот этих сверхспособностей, как говорят, они просто этих людей отвели от пути духовного, потому что опять-таки они получают магические способности, они получают возможность влияния на кого-то, и здесь система их уводит. Ну а следующее, как мы знаем, и алкоголь, наркомания, и до свидания. Ведь получается, что парадокс-то в том, что эти даже способности и все, это же получает не он, не человек, не личность, Нет, это конечно. получается его демон. Да нет, это демон проявляет просто То есть, их, да и все. получается, Но ему проще нарушить определенные свои устои, проявить. Вот в системе гораздо проще, скажем так, проявить определенные такие проявления, как бы дать возможность показать человеку. Ведь у него он даже желает это делать. Это все демон играет перед ним, ну такая вот постановка такая театральная. А человек в это верит, он забывает о своем духовном пути, он вкладывает внимание в развитие этих способностей. Вначале же нам рассказывают, что будешь бороться с демонами, станешь Гелиаром, смотри, какие у тебя способности. Ну, человек Уже начинает учись, начинай развивать. развивать. Все как все, да. Начинает развивать и все. Игорь Михайлович, а вот если эти способности, ну не способности, а такие проявления не на духовном пути начинаются, а гораздо раньше, в подростковом возрасте, с 12 Бывает, до 16, бывают вот такие ситуации, Бывает. когда детки, как вы правильно говорили, и не знаю, видят сюжеты какие-то, которые тут же реализуются в каких-то мельчайших деталях и пугаются этого, просто закрываются, боятся вообще всячески думать и чувствуя И такое ответственность за свои бывает. мысли. Ну, Что это, что должен хорошо, знать если подросток? человек, скажем так, чувствует ответственность, особенно подросток, и он старается не вкладывать внимание в какие-то образы, которые ему, опять-таки, кто поставляет этим образом, кто реализовывает, и что он забирает за это. Ведь он забирает самое ценное — жизнь, а порой он забирает и будущее, этот демон у человека. Но если человек чувствует, что это опасно, и прекращает, скажем так, подкармливать демона, он поступает абсолютно правильно, как взрослая личность. Это замечательно. То есть в этом возрасте система как будто бы на крючок подсаживает, да, магией, получается. Ребенок, дело в том, что он как пластилин, и очень много здесь зависит от его выбора. Ведь человек становится интересен системе, особо интересен после первого всплеска. Мы уже говорили об этом. А как раз в преддвериях второго или после второго всплеска, ну, в системе он особо интересен. То есть вот почему во многих религиях, тот же зороастризм, мы тоже об этом рассказывали, человек как раз должен определиться ко времени второго всплеска, кому он служит. Он служит Богу или сатане. И вот чем прекрасны древние религии, потому что у них все-таки сохранилась та суть, ну, которая забыта потом уже других. Тоже интересно коснулись темы и, ну, как бы деток. Получается, что интересная такая ситуация, что психотерапевты и психиатры столкнулись с тем, что когда они разбирали и готовились к передаче на тему субличность, то поняли, что есть пробелы знаний. В частности, тема касаемо невидимых друзей деток, когда ребенок общается с неким, как считают взрослые, вымышленным другом, называет его по имени, приглашает с собой там сесть или говорит о том, что бабушка, ты можешь спокойно меня оставить вот на этого дядю Вову. То есть что это такое заявление? Это проявление субличности или нет? Ну, некоторые психиатры, скажем так, говорят, что это своего рода раздвоение, это как бы относят к заболеванию или к фантазиям детей. Но скажем прямо, что это не имеет никакого отношения к субличностям, точно не имеет. Но мир невидимый, он подобен океану. Я много раз об этом говорил. Там живет много очень разумных, а порой гораздо разумнее, чем люди, существ. Но все они хотят кушать. И из вот этих вот невидимых друзей у деток бывают хорошие и бывают плохие. Порой невидимые друзья намного лучше, чем видимые.
И иногда гораздо лучше оставить вот этого дядю Вову, вот как ты говоришь, ребенка. Ну просто нужно изучить, что это и кто это. Это будет гораздо безопаснее, чем на реально живого дядю Васю, алкоголика какого-нибудь. Дело в том, что детки действительно в большинстве случаев видят вот этих существ, и они с ними свободно общаются. И они действительно для деток существуют. Но не все из них далеко не все злые. Но опять надо понимать, что все они с вашими детками имеют дело лишь потому, что хотят кушать. Они интересны. Поэтому приходят за вниманием. Ну, конечно, да? внимание, да. Внимание — это энергия, это как электричество. Ну, некоторые, сознание у некоторых начало вскипать, вот поэтому оно и вскипает, что правда. А почему вот в таком раннем возрасте? То есть детки открыты или что они хотят от них? Ну, не настолько развито вторичное сознание, ведь демон, который зарождается, он слабенький, такой же, как и личность. И развивается, вот они должны развиваться параллельно, а вообще правильно должна развиваться личность. А вторично должно развиваться сознание. Ну, у нас что происходит? Мы развиваем сознание и не развиваем у своих деток личность вообще, потому что сами такие. Вот оно и получается такой перекос, скажем так. Но демон человеческий, он зарождается, он не приходит. Вот когда субличность приходит, извините, это приходит зрелая, порой очень старая и очень опытная. Ну, здесь, конечно, конкуренция, скажем, молодому сознанию с древней опытной субличностью. Так вот, вот эти вот невидимые, они естественно становятся видимыми, потому что есть активность личности. То есть не настолько закрыто, вот говорят, ребенок ближе к Богу. Почему? Потому что не настолько силен дьявол. Вот в этом смысл. И вот когда Иисус говорил своим ученикам: будьте как дети, то есть открыты, чувствуйте. Дети, они чувствуют, у них есть это восприятие чувственно. Но если не развивать, то, конечно, не будет. Поэтому все равно надо быть ближе к Богу. Вот еще продолжая тему субличности, и тоже в этой же подготовке игр психиатров и профессионалов затронули тему того, что мужчине являлась субличность его дочки, умершей, и предсказывала будущее во сне. А как такое возможно, что субличность может предсказывать будущее? Легко. Для человека, который замкнут в трехмерности, для него, ну, можно. Есть техники, бесспорно. Есть возможность развить в себе такие способности, и можно видеть, как говорится, будущее. Но для этого нужно выйти за пределы даже, извините, 4-го измерения, не то что 3-го. А субличность, она находится как раз далеко, извините, не в 3-м измерении. Поэтому для нее будущее, то, которое прописывает сама система, а система, как мы знаем, это абсолютно прописанный сценарий. Вот говорят, судьба, и от судьбы не убежишь. Если живешь по законам системы, не убежишь. Потому что то, что тебе, если тебе суждено споткнуться, ты споткнешься. Так хочет система. Вот тогда субличность легко может приходить и предсказывать. Потому что для нее это открытые карты, скажем так, для нее это вообще не проблема. И по этим картам она видит, куда ты и как передвигаться. Потому что она же сама часть этой системы, Абсолютно. которая это же будущее алгоритмами и программирует. Конечно. Но дело в том, что пока человек находится здесь, вот, в трехмерности, сознание его тоже плохо, она имеет контакт, понятно, это часть системы, знает гораздо больше, чем показывает. Но тема закрыта. Закрыта тема будущего и всего остального. И личность, пока она не развита, она не понимает даже, что есть такое понятие, как смерть, что есть послесмертная судьба и тому подобное. Но когда человек духовно, скажем так, освобождается от диктатуры зверя, то он понимает все, для него раскрывается так же, как раскрывается после смерти физического тела. Ведь после смерти физического тела, ну, личность, если она была развита, то она тоже осознает, но недостаточно. Не вовремя. Да, но поздно, скажем так. Ну, это раскрывается, но раскрывается, к сожалению, уже потом. Хотя можно это познавать и при жизни, какие проблемы. Ну, получается, что если человек идет по духовному пути, освобождается от уз сознания зверя, то Он он становится уже свободным. в это будущее система не Он не вписывается. То вписывается, есть система конечно. его уже… Вот я приведу простой пример, он будет понятен, ну, потому что в современном мире много различных игр на вот этих всяких электронных.
и приставок и тому подобное. И вот в играх прописано все. Как бы ты ни шел, в каком направлении, все прописано. Если ты заходишь туда, где не прописано, ты упираешься в стену. В жизни, если ты заходишь туда, где не прописано, тебя развернет. Так же, как и в игре. В игре ты можешь увидеть край игры, в жизни ты его не увидишь. Тебя просто развернет система. Но прописаны все шаги. Но когда человек выходит, скажем, из-под диктовки системы, она его не может просчитать. То есть он ходит как хочет и идет куда хочет. Вот. Система не сможет предсказать. Вот мы уже как-то говорили, вот есть там такие знаменитые предсказатели, как Кейси, там, Кейси, да, Ванга, Нострадамус, да. Они много предсказали, но очень много не сбылось. Почему? Ведь сбывается у человека, к примеру, идем по годам, там, сбывается, а потом раз и нет, мимо положил, а потом опять. Почему? Потому что тот, о ком он говорил, он сделал другой шаг. Или кто-то В его окружении. в его окружении сделал шаг. Системы. Конечно. Опять свободный шаг, и сценарий разрушился. Но основная линия прошла. Ну, поэтому. Вот тот же Кейси предсказал большую беду для мира, да? Но все же зависит от людей. Сделают шаг, будет по-другому. Та же Ванга предсказала не очень хорошую жизнь людям. Ну, сделают шаг, будет по-другому. Все от людей зависит. Она же и предсказала пришествие огненной Библии. Предсказывала, да. Ну а как же, система, она знает, когда получит по шее. А еще вот в И продолжении это темы тоже не нравится. вы говорили про игры, про то, что в играх прописывается то, куда идет персонаж. И вот как раз был такой эксперимент с фотонами, где очень приблизительно похожая теория и касательно этого мира, что пока есть внимание человека, то это существует, а как только внимание пропадает, это перестает существовать. Но неужели как бы действительно вот этот мир, он так и построен, что если ты от чего-то внимание увел, то его больше не существует? Конечно. А зачем? Ведь что сталкивается здесь? Я больше скажу. Демон жив, пока жив человек. Вот человечество. Вот система существует до тех пор, пока существуют одушевленные существа. Как только не будет одушевленных существ, системы не будет. Она бессмысленна. Зачем она нужна? То есть она живет исключительно за счет нашего внимания, все, Абсолютно. другого ресурса у нее нету. Зачем? То есть вырисовывает ту реальность, в которую направлен взор наблюдателя, правильно? То есть из волны в Я- частицу. Я проще скажу. За счет чего питаются все вот эти вот гаджеты? Электричество, Энергии. энергия, Совершенно правильно. Внимание — это что? энергия. От чего она берет свое начало? От Из- личности. От личности, Личность от чего берет? из души, Душа из чего из берет? духовного мира. Духовный мир — это чистая ладь. Да, это источник. Вот вам и ответ. То есть система и дьявол может существовать ровно столько, сколько существуют личности. То есть души. Тоже интересно, коснулись немножко темы и такого, что последних дней задаются вопросом, а правильно ли, что в конце времен Перекрестия стирается грань между третьим и шестым измерением, и люди могут видеть вот этих там существ? Могут на мгновение, когда будет стираться. Порадоваться не успеете, ребят. Могут. Ведь эта грань стирается в момент смерти физического тела. Она же также стирается. И люди начинают видеть. Они вначале осознают первое, что нет тела. Просто нет. Второе, что они имеют определенный размер, но не такой, какой привычный. Третье, вернее уже, что они беспомощны и безысходны. И потом они начинают осознавать и понимать мироустройство то, которое закрыто сейчас. Вот тогда они понимают, что есть и дьявол, есть и Бог, и все на свете. Насколько много всяких чудес закрытых, которые были при жизни человека. Насколько жизнь разнообразна. И они понимают, что такое сила внимания человека. И что такое любовь Божья. Все понимают, но слишком поздно. И та же субличность, опять-таки, она живет за счет чего? Это же как паразит на душе, да? И их может быть много. Это как блохи на собаке. За счет чего блоха живет на собаке? За счет крови собаки. То есть опять-таки за счет тех же излучений, за счет того же аллата, наличия той личности,
которая была частью души, но это осталось всего лишь. Информационная программа, да. Ну, она становится, да, таким Игорь Михайлович, неразвившимся цыпленком, который так и не вылупился из яйца. вот тоже вопрос от людей. А как вообще получается, бороться, что ли, с субличностью? Нужно лишь свое сознание преодолеть или Но еще и субличность? подождите, а зачем бороться с субличностью? Ведь опять-таки бороться с субличностью, не бороться с субличностью. Вот мы подходили, задавала вопрос. Если человек чувствует активность субличности, если она, извините, глупая и плохая, просто ее выключаешь. Если, вот я проще скажу, можно? Если человек духовно развивается настолько, что он контролирует свое сознание, вот действительно оно у него живет вот этой полосе, как мы начали разговаривать в начале, да, нашей передачи на дороге, и красные линии он не позволяет переходить, то ему абсолютно все равно. Субличности, третьи, там, 10-е, хоть 20-е. Он контролирует полностью все. И он свободен, он живет. Но если у такого человека есть или была активная, скажем так, субличность, которая, глупая, подбивает его на алкоголизм, которая сеет сомнения, которая в нем богохульствует вот на Бога, на все божественное, а ведь это часто вот субличность вызывает вот это отторжение всего такого духовного, вызывает сомнения, и просто людей аж дёргает. Включается на Да, это. то заставляет на колени падать, то опять-таки на колени падать, но не принимать внутренне, не работать над собой во внешнем действии. Конечно, такую субличность, опять-таки это недоразвитый человек был, который не занимался собой. Просто исключаешь и все. Не кормишь. Он за вниманием пришел. Не дал внимания, он исчез. Но если, извините, вам повезло, и какой-нибудь очень умный профессор, я так вот, является той же субличностью, да за него держаться надо. Это же кладезь знаний, это же библиотека в кармане. А ему надо всего лишь внимание. Рамки для сознания, для субличности и всего остального. У тебя субличность, скажем так, активна по твоему желанию. Тогда она помощник. И вот тогда возникает такой симбиоз, понимаешь? То есть ты уделяешь внимание, она живет, она не испытывает боли и страданий. И тому, кто когда-то жил, но он очень умен, он разбирается в жизни, он действительно дает тебе дельные советы, он подсказывает. Но как это происходит? Человек этого не замечает. Вот если взять простого человека, он это не поймет. Если человек духовно развит, он, конечно, понимает, где его сознание, где идет включение. Чужой опыт. Конечно, приходит такой кладезь информации, с откуда такой умный взялся? Да? Если ты это не учил, а ты это знаешь, это ж такое счастье. Опять-таки, я понимаю сейчас, что если школьники смотрят, обзавидуются. Говорят, мне бы, учителя математики такого, субличность. Дополнительная Математика дорогая. тоже хорошо, кстати. Математика — это математика, на ней многое держится. Как Даже физика без математики не физика. Просто вспомнилось, как вы когда-то делили, что это как дополнительные терабайты. Конечно. Да. Конечно. Это расширение возможностей твоего компьютера, на котором ты работаешь. Это замечательно. Просто опять-таки нельзя давать выходить за рамки. И того же, извините, профессора математики или кем бы он ни был, также нужно держать в тех же рамках, как и сознание. То есть твои правила должны быть, а не их правила. Но, к сожалению, люди живут по этим правилам. Что вопрос, кто кем управляет, да, в данном случае. Они живут в жесткой иерархии уже. Ведь и сознание, и субличность, они находятся в очень жесткой иерархии. Почему? Сознание всегда стремится быть начальником или еще что-то там. И тут же начальник дурак у него, понимаешь? То есть он уж больше знает. Это же извечная жизнь. Потому что мир темных, мир иерархии. Этот мир, извините, навязался на наш мир. И у нас здесь мир иерархии. У нас здесь сплошные начальники и подчиненные. И два друга, которые друг на другом пытаются доминировать. Разве не так? Так, а вот духовное сообщество, оно должно быть лишено этого. Извините, если эти иерархии доходят в религиях уже до маразма, что есть верховный правитель в религиях. Ребят, тоталитаризм сплошной. То есть поэтому и возникает такое определенное раболепие у людей перед теми людьми, которые старше их там по рангу или выше как же, постов. конечно, конечно.
Если он занимает какой-то пост, если он высокий пост, это ж небожитель. Ну какой он небожитель? Вот как раз, ребят, наоборот, поменяйте, тогда будет правильно. Вот еще интересно, в невидимом мире там существуют только сущности, которые вредят человеку, или, возможно, Нет, там почему? есть те, кто ему помогает? Ну давай опять-таки, зачем мы будем далеко ходить? Давайте мы возьмем промежуточные. Skyfish. Мгм. Невидимые? Ни туда, ни сюда, да, то есть они в принципе Правильно, Они не вредят? вредят. не Нет. вредят. Ну, сколько мы проводили экспериментов, да, вот и у нас здесь на КЦ и тому подобное, когда люди, занимаясь духовной практикой, а их тьма тьмущая появляется. Или эксперименты с той же пирамидой. Опять-таки, почему? Вложение внимания, проявление энергии, то есть корм. Это вот что голубям пшеницы рассыпать они набежали, что тем то же самое. Появляется что кушать, и они приходят покушать. А когда они узнают, вот если их в одно и то же время кормить, то их больше, больше и больше становится. И мы же видели, когда их тьма тьмущая здесь. Ну, опять-таки, у них, смотрите, иерархия какая, да? Вот когда они были там, где была пирамида, вначале появились скайфишики Потом маленькие, плазмоиды, посымались. Потом пришли плазмоиды, и скайфиши были вынуждены уйти. Значит, что? Плазмоиды, они круче. Понимаете? Ну, это ж такая полувидимая иерархия. Ну, не поспоришь уже факты. Мгм. А если вот говорить, тоже люди задают вопрос по поводу ангелов-хранителей, то есть как существ своеобразных, которые помогают человеку. Ну что такое на самом деле ангел-хранитель? Ангел-хранитель — это совесть, свобода личности. Ангел-хранитель человека — это и есть личность, это ее свобода, это и есть ангел-хранитель, это совесть, это то, что идет изнутри. Но люди ж воспринимают по-другому. Опять-таки, давай берем простой пример. Человек идет на совершение преступления, преднамеренно. К примеру, финансовое преступление совершает. И здесь он чувствует, что должны прийти с проверкой. И он вносит изменения в цифры. Приходят с проверкой, цифры на месте, и уходят. Он говорит, ангел-хранитель помог. Ребят, ну разве не так? Ну какой ангел-хранитель в это время помог? Или, извините, субличность, бухгалтер, который поумнее был, да? Или же опять-таки от сатаны. Ну какой ангел-хранитель? Это что, из мира духовного пришел и охраняет вот этого вот товарища? Ну так же. А в жизни это так навязывается. Игорь Михайлович, а вот такое понятие, как сильнее, слабее ангел-хранитель у человека, оно существует, имеет место быть? Да, имеет. Если в таком разрезе, как сейчас говорим, то чем сильнее демон, тем сильнее твой ангел-хранитель, понимаешь? А если он вообще сильный, то те, кто пришли, они даже взятки не возьмут. Они покланяются тебе в ноги и пойдут. А если ты вообще сильный, то они еще и руку поцелуют. Разве такого не бывает? В исконном значении. А в исконном значении дела бесовские — это дела бесовские. Я так проще скажу. Когда человек освобождается и становится действительно ангелочком, свободным, и он приходит в мир духовный, он приходит как равный среди равных. Разве не так? Разве не об этом говорили вам пророки? А вы до сих пор меряетесь, кто из вас ростом выше. Слушать надо пророка и не забывать, и не переделывать. Вы также раньше рассказывали, что бесчетное количество ангелов радуется одному пришедшему ангелочку. Обязательно. А почему бесчетное количество ангелов А всего потому лишь что- одному ангелочку радуется? Ну как это? Потому что это радость. Ну как можно не радоваться тому, кто выжил, тому, кто живой, кто обрел жизнь? Ну это же действительно радость. Ну, скажем проще, хорошая положительная семья, потому что семьи разные бывают. И рождение детей далеко не у всех вызывает радость. Ну, берем то, что навязано шаблонно на сознание нам, да? Хорошая семья, ждут ребенка, ребенок рождается радостно. Должно быть радостно, Ждут. по крайней мере. Да. Ну, а там действительно радостно, потому что действительно рождается. Это его выбор, это его путь. Он сам приходит. Ребенок рождается не потому, что он хочет, а потому, что родители допустили оплошность или они этого захотели. Так появляются дети здесь, в этом мире. А в том мире тот, кто пришел, он преодолел сатану. Пришел равный, пришел победитель. Ну, конечно, радостно. А как же по-другому? Достойный пришел. Тут вот еще вопрос, что личность ее ведь с ангелом сравнивают еще вот это движение крыльев. А в чем движение личности? Ну вот как
духа, как, в чем он направляет? В развитии, в свободе. Ведь чем сильнее личность становится, тем слабее становится дьявол перед ним. Ну, дьявол, бесенок. Вот. Мы ж не берем дьявола в целом. Почему часто такие вот ассоциации приводят, что крылья расправляются? Взлететь, Мгм. развернуться. Те, кто выполняет духовные практики, или кто действительно, вот действительно занимается молитвенными глубокими практиками, вне зависимости от религии, что они чувствуют? Они чувствуют проявление свободы, когда они входят в молитвенное состояние. Разве это не похоже на раскрытие крыльев? Или в духовной практике? Разве не так? Мгм. Ну действительно так. Потому что как сбрасываешь ты эту чешую поганую и тело это вместе с этими бесенками. Отсюда и ассоциация пошла, что ангел свободный. Ну и что сделали, извините, люди в прошлом? Ну не рассказали, что ангел — это, извините, типа лебедя, что-то крылатое, которое летает. Ну такая вот ассоциация была. Но потом это так и закрепилось. Ангел — это значит некто, типа скайфиша, видимый наполовину, с крыльями и летает. И оставили его где? Здесь в трехмерности. Ну, А по факту это ты же настоящий а по факту внутри. это ты. Да. Да. А общаются ли дети с ангелами, хранителями или с ангелами? И как происходит Опять-таки, это? я скажу проще, и дети, и взрослые могут общаться. Но не картинками. Вот маленький момент. Если ты ангел, ты будешь общаться с ангелами. Если ты бес, ты будешь общаться с бесами. Ну разве не так? А как по-другому? Здесь, извините, все строго. Подобное с подобным. Если в тебе доминирует сознание, если ты живешь исключительно сознанием, то ты общаешься с сознанием других людей. Ты не сможешь общаться и никогда не узнаешь, что есть ангел. А как по-другому? А если ты достиг духовного развития, если ты преодолел, если ты переступил через это бесенка внутри, и ты стал свободным, то с такими же свободными ты можешь легко общаться. Игорь Михайлович, тоже про чувственное общение. Хотелось бы тоже вспомнить. Вот делились девочки относительно того, как проходила съемка прошлой передачи, того, что чувствовали, и того, что было потом. Очень бы хотелось, чтобы поделились этим. Да, очень такой подарок в конце духовный был сделан всем. И мы когда были в студии, то тоже вместе со всеми его делали. И интересно заметили момент, что потом, когда пересматривали передачу, то этот как раз вот фрагмент, ты почувствовал его еще глубже. И было такое немножко удивление, что думал, ну вот ты же там присутствовал. Но ты пересматривая, ты прочувствовал еще глубже его. И хотели вот Резонанс с самим спросить, собой. что это такое? Это резонанс с самим собой прежде всего. Но тот момент, вот мы берем прошлую передачу, это где было объединение людей, ну, естественно, он сам по себе сильный, потому что людей много одновременно, и оно все больше и больше. Но самый сильный резонанс это вызывает у человека самим собой. Вот могу пояснить, если нашим друзьям будет интересно. Очень Легко интересно. сделать. Для этого много не надо. Всего лишь камера, цифровик желательно. Выполняя духовную практику, ну, опять, ребят, тем, кто умеет ее выполнять. Именно духовную практику. Духовную, глубокую духовную практику, или же человек способен в какой-то религии постигать действительно глубокие молитвенные состояния, когда есть чувственная взаимосвязь с миром духовным. Выполняя молитвенную практику или духовную практику, снимаешь весь этот процесс на камеру. Потом включаешь на экране, ну, чтобы ты видел чувства. И продолжаешь выполнять практику. Совместно. Ты чувствуешь этот резонанс. И практика получается сильнее. И вот если делаешь, допустим, каждый день, приблизительно в одно время. В одно время это важно, потому что тут есть отклонения. Если в разное время, будешь чувствовать по-разному. Если выполняешь в одно и то же время положение Луны, Солнца, много факторов, не будем углубляться в физику, но это правда. Особенно Солнце, оно очень сильно влияет. Выполняя в одно и то же время, ты будешь чувствовать усиление этого резонанса. Парадокс заключается в чем? Вот если ты выполнил 12 раз и на 12 раз совершаешь туннелирование в обратное, в первичное, то ты почувствуешь вообще раскрытие. Это очень сильная вещь. Ну, здесь, конечно, опять-таки нужно задумать, что за туннелирование — это специальные практики. Они не нужны для развития духовного опыта, а они нужны
Ну, так же, как тот четверик, да, вот описанный, к примеру, в «АЛЛАТРА». Он не помешает каждому человеку, но это специфический инструмент. Он нужен тем, кому нужно чувствовать как раз тех, кого не видно глазом, скажем так, человеческим, обычным, земным. А так, ну, для духовного развития он нужен, не нужен. Для духовного развития нет, не нужен. Ну, скажем так. Ну, а вообще для понимания своей конструкции, что человек — это не всего лишь вот то, что мы чувствуем и видим, а гораздо немножко больше даже и здесь, ну, не помешает, ну, не является основополагающим. Это такой рабочий инструмент профессионала. Просто, да, профессиональный хороший инструмент. Один из начальных, почему он и был дан, ну, он был дан, во-первых, для того, чтобы тем, кто понимает, чтобы они понимали, кто давал и зачем. И второе, как вспомогательный инструмент даже для людей, которые становятся в духовный путь, ну, как инструмент самозащиты, скажем, самообороны такой, если говоря нашим языком. Ведь он позволяет при хорошей наработке, при действительно правильных навыках, ну, не только держать в рамках вот в одной полосе, но сделать так, что у системы даже и мысли не появится шевельнуться, то есть ограничивать возможности демона, который должен на тебя работать, а не ты на него. Получается, вот в четверике передняя сущность, это выходит как тоже, ну, часть материального мира. Обязательно это материального мира, да. Но она больше нейтральная, и она имеет отношение все-таки больше к личности, скажем так. А это материальная структура, конечно, конструкция, как и тело. Ну, я проще скажу, животик твой, он имеет отношение к духовному миру или спинка? Не имеет. С одной стороны, вроде имеет, но не имеет. Это материя, которая, извините, она распадется. Тоже вспомнилось, вы сейчас сказали про, даже тоже рассказывали про опыт того, как человек может сделать сам духовную практику и просмотреть ее затем и прочувствовать 12 раз. И вот это число 12 раз просто всплыл момент, когда в передаче служения вы тоже говорили о том, что хорошо бы в идеале просмотреть передачу хотя бы 12 раз. Не так, я сказал. 5, но лучше 12. Я сказал, а не как положено 12. Что происходит? Почему такое число? Цикл. Как цикл? Очень много привязано, очень много денется к этому. Есть определенные закономерности. Но здесь же что же, если ты просмотрел как положено, к примеру, там берешь просто такт, а такт тоже играет роль. Что так? Если ты смотришь через день 12 раз, если каждый день 12 раз, если ты смотришь каждый день 5 раз, потом через день смотришь, и ты сбил ритм. То есть здесь уже привнесение изменений. И вот здесь играет огромную роль математика. Почему же я говорю, все-таки такая в симбиозе иметь профессора математика как субличность не помешало. Тоже вопрос такой относительно того, что Бог видит человека или нет. Задают люди вопрос, когда он Ну, проявляется. опять-таки, если рассматривать понятие человека как с большой буквы, как личность освободившаяся, конечно, видит. А человека, который идет по духовному пути. Нет, не видит. В момент духовных практик не может Бог его видеть. Но здесь есть один феномен. Опять-таки, когда человек действительно начинает чувствовать любовь Божью, он создает этот контакт, он чувствует эту любовь. И когда он ее посылает миру духовному, то он получает отклик. И вот отсюда и идет то, что Богу дал, 100 раз вернется, понимаешь, больше. Почему? Потому что возвращается эта любовь. Но на первых этапах, извините, личность и душа, взаимодействие здесь, но не с миром духовным. Второй этап — это уже взаимодействие через душу с миром духовным, но тебя еще нет. А вот когда происходит слияние, когда человек действительно становится ангелом, когда, вот как говорили, крылышки расправляет, конечно, тогда видит. Вот тогда его принимают, даже несмотря на то, что он может находиться еще здесь в теме. Он уже становится частью мира духовного. Получается, вот в «АЛЛАТРА» как раз описана практика, диалог с Богом, но сам этот момент, как это происходит, то есть выходит оно с человека самого начинается. Пока он сам на связь не выходит, то… Если человек не стучится,
то никто ему не откроет. Хотя двери в мир духовный не всегда открыты. Человек должен прийти. Кто такой человек? Вот мы уже об этом говорили. Ну, скажем проще. Это надежда на ангела и явный дьявол. Ну, вот так вот, если выразить. Вот так. Дьявол-то явный, а вот надежда на ангела, она только надежда. Ну как же Бог может это видеть? Понимаешь? Это все равно, вот представьте, берем семейную пару, они захотели ребенка, еще ничего не делали. Они только захотели. Они видят его, нет? Вот и ответ. Но намерение-то у них есть уже. Так вот, человек — это всего лишь намерение. Как только он сам начинает предпринимать эти уже шаги Да, свободные. но если для сторону. рождения тех, кто здесь, вот избранных, как говорится, да, тех, кто избраны для того, чтобы сделать первый шаг. Все люди здесь, они избраны, потому что они здесь. Они опередили своих конкурентов в большой массе. Но они должны стать действительно избранными, теми, кто освободится. Но это ж от них зависит. То, что мы появились здесь, все люди, в этом виноваты наши родители. Ну, некоторые благодаря врачам. Все равно по воле наших родителей. Разве не так? А вот дальше шаг — это осознанный шаг. Это наша борьба, наша людская борьба. Это наши шаги. Если мы их не будем предпринимать, если мы не будем противостоять сатане, извините, ничего не получится. Ну просто не получится. Вот где был, там и останешься. Только потом не сожалей об этом. Еще вот тоже в продолжении этой темы есть такой вопрос касательно духовных существ, которые приходят сюда, в трехмерный мир пророков, в разных культурах, религиях. И бытует такое мнение, что если пророк приходит, да, в этот мир, то он должен все знать. Знать, что ты там ел на завтрак, знать, какие у тебя сейчас мысли в голове. А это знать. сатана навязывает. А он же таким образом и меряет. Вот если он пришел, это должно быть совершенное существо, которое знает все. И в материальном мире именно все, да. Конечно. Ну, ребят, я вам открою большой, огромнейший секрет. Для многих это будет потрясение. Мы не будем далеко ходить. Мы возьмем Иисуса Христа как Сына Божия для христиан. Возьмем любимейшего Аллахом пророка Мухаммеда. Так вот, ни один, ни второй не знал таблицы умножения. Они даже не знали таблицы Менделеева. Но это правда. Ну как же, они же пророки. Они должны были все знать. И они не знали, какого цвета у вас носки. Почему? Да потому что плевать им на это все. И мысли ваши они не читали. Им не надо этого делать. Но они знали, с кем они общаются. Кто перед ними? Ангел или демон? Они знали устройство этого мира, и они знали, что человеку нужно принять хотя бы 2 зерна, которые есть в каждой религии, взрастить их. Помните, как в сказке за бабы, да? Волшебные бабы. Взрастить и выбраться на небо. На небо. Вот это они знают. И об этом они вам рассказывают. А в идеале, а лучше 27 зерен. Почему? Целое поле. Легче идти. Ну, если человек не принимает и 2 зерен, ему сколько ни дай, он все равно не примет. Демон, он отметается. В этом смысл. Так что те, кто приходят, они знают гораздо больше, чем вам кажется, но гораздо меньше об этом трехмерном мире, чем в вашем 10-м бы хотелось. А вот система, она знает все об этом трехмерном мире. Но ваше сознание ничего не знает о мире духовном. И поэтому оно так и агрессивничает. Почему вот сознание любого человека так вот отталкивает? Почему оно вводит его в сомнение? Почему оно, когда человек становится на духовный путь, оно его подвергает массе испытаний, соблазнов, лишь бы сбить его? И слабый отваливается. Естественный отбор. Сильный ангел взлетит. Слабый, как слабая птица пред большим перелетом, просто не взлетит. Но птица не виновата в том, что она слаба. А ангел человеческий,
тот, кто является человеком, лишь от него зависит, полетит он или не полетит. От его выбора, от его позиции, кем быть. Демоном или ангелом. В этом смысл. И не надо путать. Игорь Михайлович, в одной из предыдущих передач говорилось, что 20% времени человек должен уделять материальному, а 80% духовному. И некоторые люди не поняли этот вопрос и спрашивают, как же работать, как Так, же вот сейчас семью ты сказала, 20% времени уделять, материальному. 80% времени. Я Уделять. никогда такого не говорил. Внимание. И вот Ага, у я неправильно многих и сказала. возникает такое Я мнение. поняла. Ведь я говорил, Да. 20% внимания Мгм. человек должен уделять на жизнь материальную, то есть на вот этого демона, со всеми его заботами, который у нас строго в ограниченной полосе на дороге нашей жизни. А 80% — это как раз на духовное развитие, на развитие вот этого нашего ангелочка. Вот тогда это будет правильно. Но это не время. А как это на практике происходит? Вот, например, когда человек идет на работу, когда он с семьей, например, проводит время. Первое, что необходимо понять, что нельзя утрачивать вот эту песню ангела внутри, вот эту любовь Божью. И вот 80% оно идет на контакт с миром духовным. Уделяется внимание. 80% внимания. А 20% это более чем достаточно для общения со своими детьми, со своими родителями, со своими любимыми, со своими друзьями, с работой и со всем остальным. Приведу простой пример. Он будет понятен всем. Сколько времени вот этот лукавый отвлекает вас с театрами в голове, общением с тем, с кем вы не общаетесь, с богоборством, особенно тех, кто только стал на духовный путь. Это сеяние сомнений, взвешивание о своем эгоизме, о своих желаниях ненужных. Разве меньше 80% времени в течение дня он отымает, времени, подчеркиваю, вместо того, чтобы заниматься работой, на которой вы работаете, вместо того, чтобы общаться со своими родными, близкими, вместо того, чтобы наслаждаться красотой природы, ну и всем остальным, заниматься своим развитием, учиться чему-нибудь. Да, действительно, ведь получается, что даже когда человек на работе, разве он о работе думает все это время, пока он Конечно, на работе? нет. Ведь это Он внимание, оно большую утекает часть совершенно. времени он обдумывает о том, или завидует кому-то, или же, скажем так, себя сопоставляет с кем-то, или осуждает кого-то, или разговаривает со своими невидимыми друзьями. Но только детки, они зачастую с реальными друзьями, а эти в голове, с фантазией. То есть лукавые между собой спорят, а ты как зритель наблюдаешь за этими артистами в зале. У нас была передача, мы когда-то рассказывали об этом. Все ж просто. Сознание не должно тебе подсовывать то, что тебе не нужно. Не осуждение твоих друзей или еще что-то. Зачем кого-то осуждать? Разве не так говорили пророки? Не осуждай, Получается, в момент, не когда завидуй. этот театр в голове происходит, человек не живет личностью. А Конечно, в чем не же живет. проявляется жизнь личности? То есть когда В контакте духовном — это чувственный мир. Это не мир сознания. И сознание это никогда не воспримет. Это глубокое, это чувственное восприятие. И чем, скажем, взрослее становится этот ангелочек, тем этот мир расширяется в духовный мир. Вот эта взаимосвязь с этим миром расширяется. В конечном счете горизонты стираются, пока не станет он единым целым. Это не тот привычный мир для сознания. Ну, у многих возникнет вопрос, а как это, а что это? Ребят, достигните, поймете. А все начинается с простого. Первое, что необходимо сделать? Убрать всяческие сомнения. Вот некоторые вот сомнения. Не в нас, не во мне. Нет, я не имею к этому никакого отношения. Во мне можете сомневаться, не верить и не слушать. Пророкам своим доверяйте полностью и не сомневайтесь в них. Не сомневайтесь в той истине, которую они вам принесли, но не путайте. Ведь вот этот лукавый, он всегда путает. Он путает ваших духовных наставников, извините, ваших батюшек, ваших пастырей, ваших имамов,
он путает с вашими пророками. И вы начинаете слушать таких же демонов, как и вы, сомневающихся, которые просто приходят на работу, которые идут на работу и думают, опять мне будут морочить голову эти фанатики. Ну разве не так? К ним надо относиться осторожно. Если они хорошие люди, относитесь как к хорошим людям. А если они лукавые, относитесь как к лукавым. Вопрос не в них, вопрос в пророках, вопрос в истине. Вот им надо доверять. И нельзя позволять этому лукавому ни в коем случае не сомневаться и уж тем более не хулить на святое. Вот тогда это правильно. И надо научиться любить. Любить мир духовный, любить Бога. Не бояться, а любить. Следующий шаг — служить. А служение проявляется в чем? В активной деятельности. При умножении любви. При умножении любви и в помощи другим Людям, ангелам. да. Совершенно правильно. Противостояние лукавству во всех его проявлениях. Еще в передаче вы упоминали, что как раз важно, чтобы человек уделял внимание развитию личности. Обязательно. Как это происходит? А Уделение я только внимания? что сказал. Вот так же и развивается личность. Личность развивается в контакте с миром духовным, а сознание развивается в контакте с педагогами, в общении с друзьями, в навыках житейских, обычных, трехмерностей, заведомо мертвых. Но они тоже нужны для выживания этого тела, для коммуникации, потому что не научится ребенок говорить, он не сможет общаться с другими детками, правильно? Не будет развиваться. Тоже череда вопросов была. А во время духовной практики с чем соприкасается человек? С 7-м измерением или это уже выход за 72-е измерение? Что можно ответить таким людям? Я бы ничего таким людям не отвечал, потому что вопрос от лукавого идет. Вопрос не от личности. Ведь сознанию интересно, а что там в 7-м измерении, а что там в 72-м измерении, да? Как двигаться по измерениям? А как после двигаться 7-го? по измерениям? Да никак, ребят. Вообще вас это не касается. Это нужно опять тем, для кого, вот в «АЛЛАТРАе», как я говорил, четверичок описан. Вот для них важно измерение, еще что-то. А для тех, кто идет по духовному пути, кто стремится к Богу, а не собирается противостоять конкретно системе в служении, скажем так, для тех нужно учиться любить. Любить прежде всего друг друга, любить своих пророков и обязательно любить Бога, мир духовный. Вот это важно. И не слушать, когда демоны начинают тебе за какие-то измерения рассказывать, отправлять, они нафантазируют. Ведь сознание такого нарисует человеку, что он уже и в 72-й далеко покинул уже. Ему что, образ трехмерный. Это как отличить? Да легко. Никогда не сможет система показать вам, что такое чувственное восприятие. И никогда не сможет сымитировать настоящую любовь Божью. Ну никогда. Но зато она вам может нарисовать что угодно. И Иисус Христос к вам придет, и Дева Мария будет с вами общаться. Легко. Ведь это мастер иллюзий. Но что говорили святые еще в древности? Кто бы ни пришел и кем бы ни представился, раз он приходит в образе, гони его, потому что это сатана. Разве не так? Хоть во сне, хоть во время ваших практик, все, что является в образе, идет от сознания. Есть вопрос от разных людей с похожими ситуациями, что человек, он как осознает себя во сне, он понимает, что тело спит, и чувствует себя отдельно от тела, и осознает это. И при этом он слышит как такой посторонний шум очень сильный. И также чувствует неприятные такие ощущения, пытается при этом уйти в лотос, но и это также не помогает. Вот в чем здесь ошибка? И что делать в таких То случаях? есть он пытается проснуться, и у него не получается, да? Да. Он пытается каким-то образом использовать, даже будучи во сне, духовную практику, у него не получается. В чем ошибка? Ошибка в том, что он
этот человек, чувствуя себя как человека, он играет в то, что ему навязали, извините, демоны. Это активность вторичного сознания, пока еще не совсем пробуждено первичное сознание. Но связь вторичного с личностью уже восстановлена. А первичное, как, извините, оно должно стоять, первичное сознание, между личностью и вторичным сознанием. И вот здесь происходит вот такое вот навязывание. Сон во сне, когда проснуться не может. Что надо сделать? Встать и идти. И не играться в эти прислушивания, что там шумит, что там, особенно какие-то молитвы, практики выполнять. Ну это знаете, как вот человек, вот система навязала, он как в сказку попадает, и с ним происходит, всякое происходит. И он не знает, как выйти, куда бежать и тому подобное. Такие вот лабиринты запутывания. И он понимает, что это сон. Ну и вот как выйти, как распутаться? Да никак не распутываться. Надо держать свое сознание в рамках. Ты должна быть хозяином, но не сатана должен быть хозяином. А система, то есть твое сознание, это как раз и есть вот тот сатана, о котором говорю. Это все иллюзия от него. Когда человек просыпается, осознавая, что он находится еще во сне, но уже осознает себя как личность и как связь с сознанием, надо вставать и идти, и не баловаться. А после того, как встать, еще, если здоровье позволяет, раз 20 отжаться, выучить пару китайских выражений, чтобы сознание ерундой не занималось. Надо в рамках его держать. К себе надо быть очень дисциплинированно относиться и очень строго подходить. И вот тогда оно все будет хорошо. Пару китайских фраз, и пока оно не выучит, и не кормить его даже. Поверь, перестанет. То есть в этом нет проявления третьих сил. То есть Нет это здесь просто… третьих сил. Ну это банально, это нормально. Ведь процесс засыпания и просыпания человека тут привычный, которым мы пользуемся, это есть не что иное, как разрыв. То есть в это время личность отдыхает от первичного и вторичного сознания. Но происходит разрыв и между вторичным и первичным сознанием. Это нормально. Так должно быть. Иначе, если человек без сна, ну, начинает и тело болеть, и, в общем, должен быть перерыв, должен быть отдых. И во время сна как раз первичное сознание, оно немножко работает с телом, восстанавливает, помогает, там естественные процессы идут, ну и как перезагрузка идет компьютера, все на свои места, неполадки устраняются. Сон тоже очень важный элемент. Ну и опять-таки личность не находится под атакой. Но когда идет пробуждение, то первое, что происходит соединение первичного сознания с личностью, а потом вторичное подключается. Но когда первичное еще занято, ну не совсем оно подремонтировало, особенно если человек много работает, переутомляется или мало спит. Ну как бы вот здесь получается он в полусонном состоянии, таком дремоте. Связь вроде бы наладилась, вторичная активируется, а первичная еще не контролирует. И вот здесь начинаются всякие мультяшки и попадания, такие как Алиса в зазеркалье. Да ничего не надо делать, встал и пошел. Мгновенно все исчезает. Нельзя играть в эти игры. И нельзя вкладывать туда внимание. Все можно контролировать, и сон можно контролировать. Все подлежит контролю, потому что это все баловство вторичного сознания. Просто есть тоже еще один комментарий от мужчины. Интересно, это точно такое же проявление или это уже другая история со сном? Уже более 7 лет невидимые силы приходят ко мне. Допустим, я лежу на кровати в полусонном состоянии, и вдруг на меня нападает страх, тело знобит. Хочу встать, не могу, какая-то сила на меня наваливается. Хочу проснуться, не могу. И если и открываю глаза, то вижу, что в комнате словно черная полоса. Не хочу, чтобы это повторялось, в голос говорить не могу, лишь молитва без молитвы. Не всегда. Часто и густо это как раз есть проявление третьих сил. Ну, в данном случае это могут быть и невидимые существа, которые действительно способны атаковать. Мы как-то говорили, инкубусы и всякие такие. Ведь их смысл заключается в том, когда, ну здесь опять-таки человек находится в полудреме. То есть, когда прослабевает вторичное сознание, вот начинается разрыв, в это время они могут атаковать. Почему? Потому что когда активно вторичное сознание, как бы тяжеловато войти, ну достаточно сильные входят. Ну, как правило, это вот момент
засыпания, такого вот легкой дремы. Как только прослабилась активность вторичного сознания на первичное, воздействие уменьшается на личность, то здесь вклиниваются определенные, скажем, существа, целью их напугать. Страх испытывают здесь как раз первичное сознание, личность выделяет много внимания, потому что возникает непонятная ситуация, но они просто приходят покушать, говоря проще. Им нужно просто поесть. А это что нужно делать? Перестать бояться. Ну, вы же не боитесь тени. Так же это наваливается, вот эти физические ощущения, да, бывают. Бывает, детки даже видят, и руки бывают, вот, и говорят, и одеяльце накрывают. Ребенок лежит, и вот он его реально накрывает одеяльцем, он видит эти, ну, как правило, всегда черные силуэты и черные руки. Почему темные и почему черные? И почему приходят черные всегда? Потому что они поглощают свет. Вот при своей материализации они поглощают. Если мы с кайфиша видим и сымая, мы видим их беленькими, а там они имеют свойство подтягивать, да, капельки воды, которые отражают свет, то эти не подтягивают воду. Они вот как пустота, и они наоборот больше поглощают свет, не отражают его. Из-за этого это такая вот материализация определенных таких существ. Ну, их нет цель — это просто напугать. Испугался — кормишь, если не испугался, ты их вообще кормить не будешь. Ну, есть и есть. Ну, получается, перестать бояться — это значит свое внимание куда-то перенаправить, да? Совершенно правильно, да куда угодно. Перенаправь внимание, да хотя бы на большой палец правой ноги. Я уже ни о чем не говорю. То есть вот элементарно, аутогенная тренировка, и все исчезнет мгновенно. То есть не только за счет внимания. Конечно, они приходят зачем? За вниманием, покушать. Получается, Подзарядить свои батарейки. Но если ты их не стал кормить, они исчезли. Если раз, второй — все бессмысленно. Ведь они тратят очень много энергии для того, чтобы образовать видимость. Понимаете, то есть, ну, особенно представьте, для того, чтобы оказать физическое воздействие. Извините, бывают и действительно очень сильные проявления, когда наносят и даже уроны телу, и оставляют синяки на теле. Это представьте, насколько надо материализация, чтобы сдавить. Но когда это проявляется? Разве при первых проявлениях? Нет. Как правило, он должен прийти к человеку там определенное количество раз, и здесь мы наблюдаем определенные закономерности. Все вот эти проявления, когда начинают физически синяки оставлять, еще что-то, они не убьют, но напугают очень сильно, оставляют следы. Это после 12 приходов. Опять мы видим, что первичный цикл. Вот это такой случай был как раз, да, с невидимыми друзьями. Проявления тоже описывали, когда невидимая женщина приходила к ребенку и потом сказала, чтобы он не рассказывал о ней родителям, иначе она там его задушит. И на ребенке оставались вот эти следы. Да, это есть. Что вот в таком случае может сделать вот родитель, например, если в его семье такое случается? Просто объяснить ребенку, что надо вкладывать внимание не в контакт с нехорошими. Вот если они нехорошие, не надо им давать внимание. Они не наберут силы и ничего плохого не сделают. Потому что если оно нехорошее, оно же, знаете, чем больше даешь, тем больше оно хочет. Оно будет требовать, требовать, требовать. Почему оно же ненасытное? Но если оно агрессивное, такое существо, оно будет, ну, вплоть до того, что вот и душить, и кусать, и пугать, ну, будет делать все, что вот. Все, чего боишься, то оно и будет делать. Такой уточняющий вопрос касательно того, что вот Анечка говорила про деток и родителей, что вот эти невидимые подруги, они просят ребенка не рассказывать о их существовании. Какие тайны вообще могут быть у вот этих невидимых друзей с детьми? Да любые. Ну, надо понимать, что опять-таки, если это разумные существа, а это как часть системы, то, естественно, они могут поддерживать контакты, общаться с ребенком, а порой они намного умнее человека. И они будут разговаривать с ребенком на те темы, которые ребенку интересны. То есть то, что действительно интересно и куда он вкладывает внимание. Поэтому, а почему не рассказывать родителям, чтобы не вызвать сомнения, чтобы не напугать, то есть чтобы не отвлекался ребенок. И поэтому это у них такой секрет образуется. То есть, получается, как только он расскажет родителю, то родители первым делом начинают что это не существует. Что это не существует, ребенок начинает сомневаться, они начинают отвлекать, и тот начинает исчезать. А ведь он может проявляться, ну представьте, ведь самый процесс материализации даже у такого существа для,
скажем, того частотного диапазона ребенка, чтобы ребенок увидел его, он требует огромных энергозатрат. Если он их не вернет, то это крайне убыточно. А если пару раз не вернет, ну, вообще убыточно. Поэтому чем больше ребенок вкладывает внимание в него, чем ребенку интереснее общаться с этим, ну, скажем, женщиной или там другом. дядей, как вы говорили, дядя Вова, да, тем лучше этому дяде Вове, тем он сильнее становится, тем ему интереснее. А он будет учить и рассказывать что угодно, но опять-таки они разделяются на хороших и плохих. Но у них нет хорошего и плохого. Скажем, они все из той серии, что хотят кушать. Но а разве, опять вернусь, разве мы друг у друга не тянем внимание? И вот давайте обратим внимание, сколько внимания мы потребляем, и мы требуем внимания друг от друга. Разве не так, друзья мои? Ведь это то же самое. Почему мы стремимся привлечь к себе внимание других людей? И кто в нас стремится привлечь внимание? Ну так же самое всё. Вот то, что вы рассказывали про темы сексуальные, то, что они в возрасте первичного всплеска приходят, вот эти Ну сущности. обязательно, конечно, ведь им интересно. Что такое сексуальный всплеск у ребенка? Это первичный аллат в самом чистом виде, который происходит, да, это толчок идет, особенно у девочек, не столько у мальчика вот это тоже важно, он тоже, скажем так, лакомый кусочек для системы, а девочки тем более. Конечно, они появляются, как правило, вот в районе первичного всплеска. А еще вот по Поэтому это поводу закономерно. материализации этого невидимых друзей, что бывает такое, что ребенок, он, например, там катается на качельке и говорит: не садись здесь на качельку, здесь моя подруга Маша катается. Но другие же ее не видят, то есть выходит, они материализуются только в реальности ребенка. Абсолютно так. Конечно. А зачем им, ну, материализоваться для видимого для всех, это, ну извини меня. Очень затратно. Это, Споры и во-первых, не сомнения. все могут, это настолько энергозатратно, что представить трудно. А для ребенка это легко. Всего лишь частота, С амплитудная частотой его, восприятия, да, совпасть и все. да, его вторичного сознания и все. Он контактирует ведь не с самим ребенком, с его сознанием. Поэтому он видимый для ребенка. Это все очень просто, это полевые структуры. А для того, чтобы нанести ему урон или передвигать что-то, кстати, вот был эксперимент, да, опять-таки возвращаюсь, это действительно проводили, собрали деток, у которых есть вот эти друзья невидимые. И они находились в одном помещении с десяток деток, им разложили массу мелких игрушек и разрешили общаться. Но это все записывалось на разные видеокамеры. Они видели только своих друзей, но не видели других друзей. И самое интересное, что когда деток попросили играть в активную игру с этими мелкими предметиками, эти мелкие предметики двигались. Кто их двигал? Ну, конечно, можно это отнести на телекинез, там еще на что-то, да? Деток. Ну, то есть те подыгрывали им, помогали. Это, получается, показывает вообще глобально, как система сознания может нарисовать все что угодно человеку в его системе А разве оно не восприятия. рисует? Это же так же и происходит. То есть Да я люди скажу видят больше. невидимых друзей, люди также видят там актеров у себя в голове, которые что-то… А я тебе скажу больше, солнышко, ведь сознание нарисовало, сознание как единая система всем нам, жителям этой планеты, что мы враги друг другу. И мы с друг другом воюем, соперничаем и тому подобное. Разве не так? Оно нарисовало нам, что у нас есть цари, которым мы повинны подчиняться, а мы рабы. Или наоборот, что мы цари, а кто-то у нас рабы. Оно нарисовало, что одни лучше, другие хуже. Ведь это инструменты сознания. И мы все живем под эту диктатуру. Оно заставляет нас завидовать и заставляет делать так, чтобы завидовал кто-то. Почему? Борьба за внимание. Но а зачем человеку внимание? Простой вопрос. Когда он сам как Демоны личность борются обладает этим по ресурсом. привычке. Это перенос тех законов мира невидимого вот этой системой в мир видимый. И она его творит по образу и подобию своему. Просто-напросто. Так как у них, так и здесь. Но кто это делает? Они делают? Нет. Это делаем мы. Ведь нет ни у дьявола, ни вот этих бесят в голове, ни ручек, ни ножек. У них нет ни языка, ни глазок. Это наше все. И мы это все делаем, но под их руководством.
Ключевое, что вот это желание брать и потреблять внимание, вот оно как в демоническом То же мире самое существует, здесь. точно так же и в человеке, как только Обязательно. он. И ненасытность. Мгм. Да, мы можем насытиться едой, потому что в нас больше не влезет, скажем так. Но мы никогда не насытимся славой, чужим вниманием. Мы никогда не насытимся властью. То есть то, что незыблемо. Или количеством средств, да, деньгами. Мгм. Вот сколько не давай, человеку все мало. Говорит, да, мне вот хватит столько. Не хватит. Просто состояние дьявола внутри, да, там демона, это ненасытности, это да, то есть оно абсолютно переносится на ненасытность. все сферы жизни человека. Конечно. Ну, получается, что как только личность укращает сознание, то это же уже другой начинается совершенно этап. Абсолютно правильно. А что Человек может- становится свободен от этих установок. Он начинает жить. А что может способствовать тому, чтобы сознание, оно было укращено личностью? Как что? Дисциплина. Мгм. Просто Прежде многие всего. хотят вот что-то такое услышать для своего сознания, чтобы оно прям приструнить его, и чтобы прям свободу личности вот дать. Прям сразу. Ну вот А не пишут, бывает скажите такого. что-нибудь моему сознанию такое. Чтобы приструнить Да. его, да? А не бывает такого, друзья мои. Для того, чтобы обрести жизнь, надо работать. Надо действительно заниматься. Перестать лениться, перестать врать самому себе, начать действовать. Начать опять-таки заниматься. Заниматься не тем, что слушать дьявола и танцевать под его дудку, а в действительности начинать заниматься, изучать сознание. Первое, с чего начинается, да, ну понятно, что честным собой, а вот навыки, обычные навыки. Это присмотреться к своим мыслям, тем, которые ты не заказываешь. Вот с позиции наблюдателя, даже с позиции первичного сознания. Просто понаблюдать, сколько мыслей, какой хаос у тебя в голове, и кто тебе диктует, и кто что заставляет тебя делать. Научиться элементарно убрать сомнения, все, что касается мира духовного. Откуда оно лезет в таком негативе, в таком количестве? Почему оно это делает? Вот задаться вопросом, заставить отвечать на вопросы свое сознание. Ну разве не так? Если оно возмущает и вскипает в человеке злость, ну, к другу или еще что-то, зависть, еще, ну такие вот негативы. Зачем оно тебе надо и почему ты это позволяешь? Почему оно тебе это дает? И когда ты понимаешь, что оно тебе дает, а не твое, это уже часть победы. Ну и дальше больше. И таким образом и развиваться. И вот тогда это действительно обретается жизнь. Но без труда не вытянешь рыбку из пруда, а жизнь тем более не заработаешь. А такого, что сидеть, ждать от того, что ты посидел в медитации или выполнил пару молитв, или пошел поставил свечку, ничего не будет. Это ложь и обман от той же системы. Ты высокодуховный, ты уже все обрел. Вы тоже сказали про то, что даже вот как на первом этапе, чтобы человек наблюдал и записывал за тем, что в его сознании А проявляется. как Ведь это же и поможет выявить. А как же? А для чего нужно записывать? Но опять-таки, как парирует сознание? Говорит, я что, должен ходить и все мысли записывать? А когда же я буду жить, когда я буду работать? Конечно, ну, опять уловка от сознания. Ведь смысл в чем? Когда ты наблюдаешь за своим сознанием, ты видишь, мысль заходит не твоя, ты ее записываешь. Ты ее не заказывал. Ты занимаешься тем, к примеру, что ну, готовишь борщ. А тут тебе мысль приходит, какой сосед негодяй. Запиши. Во столько-то, столько-то сосед негодяй. Делаешь борщ. Или готовишь там еще что-то. Просто-напросто, ну банально. Ну, занят чем-то. Тем, где должно внимание быть сосредоточено. К примеру, изучением иностранного языка. Внимание должно быть сосредоточено на этом. Но оно начинает осуждать кого-то. Или ты вспоминаешь какую-то беседу с кем-то и вступаешь в спор. Почему? Вот многие скажут, так устроено сознание. Нет, не так. Так оно манипулирует вами. И в это время вы забываете, кто вы и зачем вы вообще в этом мире. Когда тем более человек что-то задумывается о духовности, начинает хоть что-то чувствовать внутри, здесь демон вообще беситься начинает. Он начинает отвлекать, начинает делать все, что угодно, лишь бы человек сбился с пути. Почему? Приведу простой пример. Человек хочет кушать, да? А здесь еда есть. Правильно? И к этой еде бегут мыши. Что ты сделаешь? Будешь защищать свою еду. Ну вот так оно и защищает. А мыши в данном случае — это вы. А еда — это тоже вы.
Потому что помнить, как когда-то вы делились, что как раз-таки, когда человек работает над собой, ведет дневники, делает вот эти записи, ему даже легко выявить, когда входят там новые, да, там какие-то проявления, Обязательно. да. Ну, конечно, заметить все это новое, легко. все проявляется. Мгм. Но помимо этого еще нужно учиться чувствовать. Это Главное самому. все, конечно, то есть любовь, искренняя любовь к миру духовному должна развиваться. Это все должно идти параллельно. Это действительно труд. Это не сидеть где-то в медитации на какой-то горе и мечтать, что там Зевс тебя молнией стукнет, и ты просветлеешь. Ну, молнией стукнуть может, но просветлеешь. Вряд ли. В передаче «Сознание и личность» освещалась тема магии. И сейчас, практически уже имея опыт наблюдения, участники спрашивают, что вот, например, когда они планируют разговор с кем-то или встречу с кем-то, то бывает, что сознание им начинает вот как бы настойчиво говорить, что там это магия, как же ты сейчас будешь планировать, куда ты пойдешь, ты сейчас будешь магией заниматься. И тут такой как бы вопрос возникает. Но опять-таки помощь от сознания, да? Мгм. И вопрос, как я понимаю, что такое магия, что такое не Да, магия. да. Объясняю это легко. Мы, в принципе, уже об этом рассказывали, но есть вопрос, будет ответ. Если ты готовишься к чему-то, встрече, Мгм. у тебя должны возникать вопросы. Ты должен определиться, что тебе выгодно, что невыгодно, что ты принимаешь, что ты не принимаешь. Это подготовка, это нормально. Ведь к экзаменам ты тоже готовишься. Но если ты, идя навстречу, держишь в голове, позволяешь в голове появиться образу того, с кем ты будешь разговаривать, и вы уже ведете беседу, это магия. Ты уже пытаешься создать определенную иллюзию. И заведомо ты проигрываешь. Все очень просто. Это все равно, что идя на экзамен, ты выучил один билет, 17-й, к примеру, и идешь все время, ты мыслишь, как ты поднимаешь 17-й билет. Ну, ты поднимешь билет, но только не 17-й. Потому что сделки с дьяволом всегда плохо заканчиваются. Всего лишь навсего. Зачем тратить столько времени на магию, если проще выучить там все билеты? Ну так же. Во-первых, знать больше будешь, во-вторых, риска меньше. Слишком дорого это обходится. да, Конечно, для конечно. А личности. магия вообще, она, говорят, есть она, нету, есть. Конечно, есть. Есть и проявляется в каждом дне, и все люди занимаются ей. Практически все. И все оплачивают эти счета. А если вот человека, например, он собирается с кем-то тоже договориться или навстречу, и само вот это отношение внутри, вот, допустим, бывает какой момент, что у человека есть предрасположение уже думать, вот как вы говорили, что другие люди враги, и что он сейчас им что-то будет рассказывать, а его не будут Доказывать, а его не принимать. будут принимать. Да. Любое И построение — это и есть магия. мгм, Вот на вот эти как бы вопросы, наперед уже созданы. конечно, он создает прецедент во времени, в Сам же пространстве. даже. Конечно. А когда ты знаешь, что тебе надо туда пойти и решить какой-то вопрос, просто берешь и идешь. Не даешь сознанию играть, а что там будет. Придешь и увидишь, какая разница. Ну не приняли, развернулся, пошел. А приняли — хорошо. То есть действовать по месту. Вот тогда не будет запланированного и расписанного, как в игре, каждого шага твоего. Все просто. Понравились слова, когда вы сказали тоже в передаче «Климат. Будущее сейчас». Конечно, там в глобальном масштабе говорили, что будущее еще не определено. И вот Конечно, это не то, что и определено. частных ситуаций касается, что человек здесь и А в сейчас частных, своим… конечно, в частных ситуациях будущее, оно определено, если ты живешь под диктовку сатаны. Если ты свободен от этого, то ты не определен. И от тебя зависит, какое оно будет. Но даже если тебе система расписала несколько вариантов твоего будущего, ты можешь все изменить просто своим выбором. Выбором служения миру духовному или просто стремлением к свободе духовной. Понимаешь? То есть уже все меняет. Тоже, Игорь Михайлович, а как не утрачивать вот это внутреннее состояние? Есть такой вопрос при общении с другими людьми, друг с другом людям. А какая разница, с кем общаться? Во-первых, что такое общение с людьми? Если человек духовно развивается, то он начинает чувствовать, с кем он общается. С демоном, значит, с демоном. А если, извините, с братом или с сестрой, то это ж вообще шикарно, как же что утратишь, если это идет помимо вербального общения еще и духовно. Разве это плохо? А если с демоном, с демоном под контролем держишь своего демона и общаешься, не утрачиваешь мир духовный. Что важнее? Ведь ты дышишь, когда общаешься. А попробуй не дышать. Не получится, да?
Вот в общении вот с кем-то разговаривать и не дышать. Почему? Потому что это потребность. Вот такая же потребность должна быть в любви Божией. Дыхание солнца, вот это постоянно. Совершенно правильно. Нельзя его прослаблять. Оно должно усиливаться. И вот туда должно идти внимание, а не вербальное общение. Да, бывает такое, человек пришел, ему захватывают внимание, его отвлекают, хорошим заманивают или плохим ругаются. Да какая разница? Что хорошим, что плохим. Есть лимит внимания, который можно выделить. А все хорошее должно там быть. А здесь. То есть получается, даже если это общение человека с человеком идет на темы, не касающиеся, да, там, духовного развития, а, например, там, про бизнес Да или про какая что-то, все разница? равно человек может в этот момент жить. Он не может, он обязан жить. Потому что любой бизнес, он смертный. И все, о чем бы мы здесь ни говорили, временно, все это пустое. Оно исчезнет. Оно имеет ценность на определенный промежуток времени. Ну и опять-таки ценность для тех, кто заинтересован в этом. Да? Вот два бизнесмена, для них интересно. Преподаватель и ученик, для них есть какой-то момент, одному познать, а второму быстрее бы этот балбес ушел. То есть, ну, это опять-таки, это сиюминутные вещи, которые быстро-быстро исчезают. А мы говорим о вечности, мы говорим о жизни, мы говорим о любви Божией. Что важнее? Ведь то, что человек обретает, оно вечно. А вся наша Вселенная — это временно, это мгновение по сравнению с тем. Так, чему мы должны уделять больше внимания? Суете? Да, но мы в этом мире, и мы обязаны здесь жить, и мы обязаны вести и работу, мы обязаны и общаться и тому подобное. Ну и общайся в меру положенного, ну не больше. Это не значит меньше контактировать, это значит меньше уделять внимания. Контролировать самый ценный ресурс свой, а то вообще незыблемо. Так должно быть. Люди задают вопрос, а как с нами взаимодействует духовный мир? Ну, хороший вопрос. Что значит с нами взаимодействует духовный мир? Если человек, скажем так, не стучится, если он не взращивает в себе любовь, не направляет ее к миру духовному, то мир духовный тоже не будет к нему направлять. Никак. Но заботится ли духовный мир о людях здесь? Еще как заботится. Но он не демон. Демон, он агрессивен, он нападает и отымает. И вот заметьте, какая разница. Ведь демонические силы, они всегда отбирают, а духовный мир всегда дает. Дарующий. Опять-таки, демонические силы, они приходят и атакуют, потому что это активное сознание. А духовный мир, он всегда есть. Но если ты отталкиваешь руку, которую к тебе протянут, она протянута, но на тебя не хватает, а ты ее отталкиваешь, конечно, ты его не воспримешь. А как помогает? Очень сильно помогает. Если человек стремится и действительно посылает свою любовь, она старится и возвращается. И мы вот говорили о том, что даже есть те люди, которые остаются здесь, не уходят. Почему? Потому что они служат миру духовному. За тех же птиц небесных, да? Ведь это помощь. А какая-то огромная помощь. А в чем суть как раз всех людей? Это прослабить сатану. Прослабить настолько, чтобы он меньше держал в заложниках других ангелочков. Разве это не святое? Разве не для этого люди здесь? Чтобы самим освободиться и помочь другим освободиться, чтобы сделать мир этот не подобный миру сатаны, какой он сейчас, а подобный миру ангельскому, миру духовному, чтобы все друг друга любили и чтобы жили миром. А как по-другому? А по-другому это все временно и конечно. По-другому это мучение и страдания. Разве не так? Живем во лжи, друг другу лжем, друг друга обманываем, завидуем и стремимся к тому, чтобы нам завидовали. Мы тешимся мертвым, забывая за живое. Разве это правильно? По-моему, надо менять что-то. Прежде всего себе и в мире в целом. Но изменения в мире начинаются с изменений в каждом из нас. Вспомнилось, как вы рассказывали про феномен движения «АЛЛАТРА». Это как раз просто было про то, что вот если в материальном мире демоны объединяются с демонами,
то вот «АЛЛАТРА» — это пример того, когда дух с духом объединяется. Ну, то есть дух к Так духу. должно быть. Смерть и жизнь — это ж разное. Вот в «АЛЛАТРА» сказано, что воин, он хранит свои глубинные чувства от грехов видимого мира. Вот можно ли, пожалуйста, вот объяснить, что значит хранит глубинные чувства от грехов? А мы только что об этом говорили. Практически всю передачу. Глубинные чувства могут идти только к миру духовному от ангела. И естественно он их хранит от этого грешного мира, от сатаны. Потому что это два ручья, которые не смешиваются. И они текут в разные стороны. Ведь глубинные, истинные, чистые чувства, чувства любви, они направляются как раз к миру духовному. Это то внимание, которое мы отдаем для того, чтобы получить больше, получить жизнь. А этот мир, он сожрать может все наше внимание. И в действительности он пожирает нас. Если мы наше внимание переключим с истинной жизни на иллюзию, то мы утратим жизнь. Поэтому воин и хранит истинные чувства. Все просто. Хранит от кого? От сатаны. Все очень просто.